Привет, друзья! Я не знаю, или вы видели, но я пытался вам показать даунтаун Лос-Анджелес. Мы выезжаем в первый за 3,5 года Tesla тур. И мы будем объезжать Калифорнийскую область. Вокруг семья уже здесь живет, уже больше 3 лет. Постоянно не хватает времени. Сейчас у нас как раз, сколько, Алена? 6 дней? Да. 6 дней. Хотел 7, но 6 дней до того, как дети уже пойдут в школу. Поэтому в этом видео мы первый раз путешествуем на Model Y. И мы внимательно рассмотрим, что это за машина, какая Model Y идеальная лично для меня, сколько в реальной жизни она проезжает, потому что большинство владельцев не знает, сколько она проезжает, что мы взяли с собой для того, чтобы комфортно путешествовать, и полюбуемся красотами. Очередное путешествие, в котором мы активно используем автопилот. И ингредиенты, которые нам помогают. Во-первых, здесь автопилот Full Self-Driving в этой машине. И он переключен, как видите, в средний режим. Это бета-версия автостир. Он называется Enhanced Autopilot или Navigate on Autopilot. Обычно я включаю эту галочку, но здесь я ее не включил. Еще. Я просто не успел. Зачем выключен полный автопилот? Для того, чтобы машина не ерзала по дороге, сама не перестраивалась. Некоторым это нравится, мне лично не очень. Поэтому я выставил тот ряд, который мне подходит, включил максимальную скорость. Здесь разрешено ехать 65 миль в час, я включил 85. Я думаю, вы обратили внимание на эту штуку. Это гирька, это тот ингредиент, который помогает нам ехать спокойнее, не отвлекаться. Если обратить внимание, что следующий поворот будет через 64 мили, просто едем по одной и той же полосе следующие 100 километров. И намного приятнее любоваться вот такими видами, чем следить за бампером впереди идущей машины. Но вот чтобы это происходило, надо показать машине, что руки на руле, и также надо спрятаться от Tesla взора. Именно в среднем режиме и в начальном режиме можно закрывать камеру салона. Tesla на это не ругается. В режиме FSD камеру закрыть нельзя. И Алена, знаешь, это укоризненно. Что нельзя. Говорит, нельзя закрывать. Чему ты учишь? Да все уже знают. Все знают. Возможно, не все. Да? Златик, все знают это. Златик спит. Да, я тільки що спав. Я хочу спати, але не можу заснути. Тільки що спав. У всех Може в тебе ліміт якийсь вже у на всех на свои сон. проблемы на автопилоте. Я могу заснуть, я сейчас покажу как. Смотри. Гляньте, что я вам хочу показать. Это целое поле из источника возобновляемой энергии. Смотрите, все ветряки, практически все крутятся одновременно. Все это для того, чтобы мы с вами имели возможность вот так путешествовать на автопилоте. И сейчас ставить на зарядку, зарядиться и назло всем скептикам полететь вдаль с максимальной скоростью, потому что не все зарядки у нас из углеводородов. Точнее, в некоторых регионах вообще нет зарядок, которые из углеводородов, они все из альтернативных источников энергии, которые появляются каждый год. Первая зарядка. Семья уже удаляется, и в принципе у нас еще запас хода 100 километров, 68 миль, больше 100 километров. Но мы останавливаемся на зарядке не тогда, когда она нам нужна, а тогда, когда можно совместить приятное с полезным, то есть место не такое пустынное, то есть чтобы не остановиться просто в поле и стоять. А здесь можно где-то пройти, что-то увидеть. Поэтому здесь и остановились. Зараз ми їдемо на озеро Моно. Далі у нас стежка Secrets of Survival. І потім у нас поїздка до кратеру. Чем мне нравится Калифорния? Проехали всего несколько часов. И посмотрите, уже такое впечатление, что мы находимся на другом континенте. Везде какие-то кустарники, кактусы, колючая проволока. Так жарко. Жарко?
Да. Сейчас около 35 градусов. Куда ты прячешься? Выходи сюда. Расскажите, как вам спустя 3 года путешествия на Тесле? Соскучились? За Тесла путешествиями. Не так далеко ездит и не так много суперчарджеров. Ты бы хотел ехать на бензиновой машине? Да, Чтобы вообще не выходить из машины? да. Но мы же здесь остановились на этой зарядке буквально на 10 минут. Ну да, но все равно. Мия, ты скажешь что-то вообще или нет? Привет. Последний раз, когда мы ездили, вы были намного меньше. И критерий к выбору машины у нас был намного проще. Любая машина с задними сиденьями. Сейчас даже в этой машине уже Мия сидит впритык. А Мия всего лишь такого роста, как Алена. И уже вроде как не так много места. Какая идеальная Тесла для путешествия для тебя сейчас? Model S Play. Да, Model S Plaid могла бы заменить Model Y. Вот это значение близко к максимуму. 97%. Я до 100 не доводил. Пришел снять ее раньше. Потому что 100% и еще на жаре поставить, хуже ничего не придумаешь для литионной батареи. Первая проверка грунтовкой. Выглядит как оффроуд машина. Мы, кстати, единственные на парковке на 21 колесах. Все остальные люди нормальные и знали, куда едут. Зачем тебе такие большие колеса? Красиві бути. Понятно. Що думаєте? Будемо купатись? Я что-то не хочу. Ну, мені здається, що Она как-то так пахнет. Я еще недавно посмотрел подкаст, и там человек рассказывал, что запах моря, тот, который нам нравится, это запах разложения микроорганизмов. це знати. А здесь этот запах прямо не пытается скрываться под запах моря. Здесь прям запах сероводорода. А, блохи. Ёлки-палки, сколько. И этими, да, это блохи. И этими блохами питаются креветки, а креветками питаются птицы. А больше здесь ничего не живет. Мертвое море на минималк. Ладно, пошли прогуляемся еще. Волосся потрапити. Потім Ні. Це інші блохи. Це не ті, що в волосі. А які? А може і ні. Давай спробуємо. Ти хочеш його дотичнутися? Гуляли когда-то по дну океана? Вот так она выглядит. И вот так можно погулять между кораллов. Златик, что, ты не тонешь? Нет. Все, доказано. Ты молодец. Що ви там, знайшли креветок? Зловив вже креветку? Я ж просив не їсти. Я просто нічого не роблю. Як на дивані? Звичного. Озеро, диван. Дети, пользуясь случаем, что они не тонут, решили заплыть аж на остров. Это достаточно далеко. Я думаю, что за последние пару сотен лет птичек, которые там сидят на воде, их никто не тревожил там. Они в шоке от того, что происходит. 2 маленьких аборигена начинают заселять остров в супер соленой воде. Ну что, понравилось? Да. Классно? Вот такими мы все будем скоро. Нет, не показывай. Ну да. Все, что было в воде, стало белое. Буквально мы прошли за вот эту гору, которая за мной. И никакого запаха, ничего здесь нету. Все отлично. В принципе, нормальный соленый курорт. Так что не надо запрыгивать в воду в первую, которую увидите. Нужно чуть-чуть пройти дальше, и все будет намного лучше. Вообще, часто такое бывает. Чем дальше, тем лучше. Мудрость на канале ТСК.
Значит, у нас точка номер 2, вулкан. Сзади нас едет Mercedes Unimog. Он остановился подумать, или сможет преодолеть эту дорогу. А мы на Model Y с 21 колесами бросились в бой сразу же. Если у нас по нарастающей будет идти дороги, вот первая грунтовка, сейчас вот такая вот с колеей и так далее, то заканчивать мы будем какое-то... Болото. Ну, может быть и так, да. А не, вон он не мог, смотри, он поехал другой дорогой. Він не простець. Ну, вообще он может через кусты прям шуровать. Но мне кажется, он просто нашел дорогу чуть лучше. Быстрее приехал. Мы поедем обратно той дорогой. Здесь вулкан, а с этой стороны озеро, в котором мы купались, соленое, и пейзаж, которому уже миллионы лет. Владельцы Tesla, знаешь, есть такой мод, там где вы на карте как бы выбираете Марс. Но вот здесь мы Марс не выбирали, но вся территория и вообще то, где мы находимся, очень похоже на вот эту карту. Ну, вот так выглядит вулкан в середине. Вулканические породы, очень похожи на уголь. Мне, как геоморфологу по образованию, очень интересно наблюдать вот эти все отложения. Скепсис. Не, у нас самый большой скептик. Мы в соли, стоим посреди вулкана, в кратере находимся вулкана. И это первый день. И мы 5 часов от Лос-Анджелеса. Если бы кто-то сказал, что мы живем в 5 часах от такой неизвестной земли, я был бы удивлен. Но вот так вот можно с помощью современных голосовых моделей найти себе маршрут и взять свои 2 голосовые модели, 2 нейронки, плохо обученные, и вытащить их сюда, вытащить их в природу. Пока мы гуляем по вулкану или вокруг вулкана, я вам напомню о классной фишке, которой я пользуюсь постоянно. Мы включаем климат-контроль. И все, машина полетела охлаждаться и встретит нас прохладным салоном. На сейчас уже многие бензиновые машины, в принципе, поддерживают эту функцию. Но здесь кайф в том, что никакого углеводорода не сжигается. Потому что в таком святом месте, в этой красоте, сжигать углеводороды — это как пукать в вечность. Знаете, это какое-то неуважение к прекрасному. Поэтому 0 углеводородов, прохладная машина, и едем дальше. Доброе утро! Мы уже переночевали и находимся на озере Таха. Дело в том, что мы вчера вечером приехали на озеро Таха, решили здесь уже переночевать, потому что возле озера Мона мы особенно гостиниц не находили, и там ехать надо было всего 2 часа. Поэтому вчера незаметно для себя мы проехали 460 миль, это почти 750 километров. 750 километров. Я не помню, чтобы когда-то я проезжал так много за один день, причем это же даже не какими-то хайвеями супер, ну, хорошими трассами. Но они проходили и через деревни, то есть мы ехали с разной скоростью. И интересное место, это городок, который на озере Таха находится. Он, получается, делится на 2 части. С одной стороны это штат Невада, а с другой стороны это штат Калифорния. И мы ночевали прямо на границе этого разделения, потому что вот здесь за нами Калифорния, и вы видите вот это деревянное здание, сосенки. А с этой стороны, вот посмотрите, если видно за мной, находится стеклянное здание, казино, там прям такой серьезный движ. И это уже Невада. В ту сторону там полно вот таких вот огромных гостиниц, которые очень похожи на уменьшенные копии гостиниц из Лас-Вегаса. Мы все-таки оказались в Неваде. Волей случая
Нам надо отправить пару платежей. И это место находится на суперчарджере. Вот так ниже налоги, лучшие условия для бизнеса, и город сразу преображается. Почему мы поехали именно на Model Y? Потому что, важно понимать, что нас заставило не взять Model X. Также, в принципе, мы могли взять и Model S. Но почему-то выбрали именно Model Y для этого путешествия. И давайте самое главное. Значит, по сравнению с Model X, первое и самое важное — это сплошной ряд сидений. Некоторые Model X тоже имеют такой же сплошной ряд сидений, и сзади еще 2 места, но это не наш вариант, потому что те Model X, которые у нас в наличии, это Plate-версии. Plate-версии только 6-местные. 6-местный салон — это очень красивый салон, но крайне неудобный, если кто-то хочет лечь, и, в общем, места там нет. Плюс еще это место над головой. Эта капсула по сравнению с тройкой, допустим, она просто вытянута вверх. К сожалению, здесь нет места из-за того, что здесь находится пентхаус с платами и батарейками, здесь нет места под обувь. Но есть место под обувь под передними сиденьями. Это то, чего очень не хватает в Model S, допустим, и в Model 3. Некуда положить кроссовки. Чего же я закрываю дверь? Видите? Бутылочки. Бутылочки и еще что-то может лежать в карте двери. В Model X и в Model X Plate, вообще в Model X, двери поднимаются наверх, и все, что могло бы лежать в карте двери, будет падать вам на голову. Поэтому там нет карманов, и бутылочки надо как-то распихивать в центральной консоли. Это не очень удобно. Model X — это классно. Я, кстати, считаю, что если вы покупаете Model X, надо брать только Plate, потому что если вы берете, условно, минивэн суперкар, то он должен быть максимально прибацанным. И 1000 лошадиных сил — это как раз то, что ему не хватает для того, чтобы быть прибацанным. Все плюсы этой машины связаны с тем, что она вытянута вверх, что у нее больше места и больше возможности положить что-то важное. С этим же связан и основной минус. Очень много было серпантинов, и ехать на этой машине не так приятно, как ехать на Model S или Model 3. Еще одним плюсом этой машины является передний багажник. Он у нас больше. Смотрите, здесь много вещей, которые нам не необходимы, но вдруг пригодятся, да, какие-то теплые вещи, те вещи, которые мы там купили по дороге и так далее. Здесь очень много места, вот, огромная глубина, и те автопроизводители, которые игнорируют это место, у меня не вызывают уважения, потому что если есть возможность использовать место эффективно, оно должно быть использовано. Это глупость его не использовать. Что, вам нравится то, что здесь? Да. Очень похоже на Украину. Очень похоже. Так, в Ирпені. На Ирпень похоже? Вот, смотрите. Таким дети запомнили Ирпень. Ну, в принципе, в Ирпени есть похожие дороги, красивые, такие ровненькие, идеальные. Все похоже. Но чего в Ирпене точно нет, это идеального планирования. Вот такого. Там, где, посмотрите, все расчерчено как бы не идеальными квадратами, но в то же самое время все домики аккуратненько в лесу. То есть все здесь застроено, но мы этого не видим, потому что все в сосенках аккуратно. И если смотреть сверху, то это просто лес. И сбоку просто лес. И находиться здесь очень приятно. Так, у нас первая остановка пляж, потом мы будем гулять. Постараемся нагуляться до того, чтобы потом плюхнуться в воду. Не заметить холодную воду. А ты думаешь, что вода холодная? Я думаю, теплая. 20 градусов. Это же Америка, здесь подогреваем. 20 градусов это теплее, чем 18 градусов. Сейчас люди подумают, что мы где-то скачали эти кадры. А это кадры из машины. Мы проезжаем это все. Мы это все проезжаем. И пока я снимаю, машина едет на автопилоте по серпантину.
Вот, человек поумнел, повзрослел. И теперь он высунулся с открытым ртом. Сумасшедшие красоты. Я думаю, что, возможно, мы внесем корректировки в план. И, может быть, останемся проинспектировать это место чуть подольше. Потому что есть что посмотреть. Дорога сумасшедшая. Обрывы с двух сторон. С одной стороны озера и с другой стороны озера. И нет ни заборчика, ничего. И здесь еще в озере в середине остров. В самом начале нам было очень непонятно, почему в Америке так мало парков. А потом мы нашли приложение AllTrail, и когда начали пользоваться этим приложением, стало понятно, что, в общем-то, как таковые парки тебе не нужны, когда все сделано для того, чтобы ты гулял по вот таким вот местам. Да, мы еще только начали идти, и уже начался спор по поводу того, или это самый красивый хайк, который мы посещали, или были места покрасивее. Видите, как стрелочки аккуратненько монтированы в природу, для того, чтобы вы не заблудились. Хотя здесь, в принципе, дорога одна. Или в озеро, или по тропинке. Пляжный отдых на озере Таха. Чем отличается от морского отдыха? Тем, что здесь гуляют гуси. Гуси, утки. Все остальное очень сильно похоже на Хорватию. По поводу удобств. Супер удобные здесь везде столики, дальше столики, туалеты, душ, что-то снять в аренду. Пожалуйста, это есть. Но там дальше арендуются любые лодки и так далее. Так, решили ехать дальше. Следующая остановка – столица Калифорнии, Сакраменто. Мы проделаем этот путь без зарядок. 195 миль запас хода. И мы приезжаем туда, у нас остается еще 50%. То есть можно даже ехать быстро. Так, заезжаем в Сакраменто. Сакраменто Даунтаун. Мы здесь неподалеку сняли гостиницу. И вообще никого нет. Как-то так пусто. Ну, в Лос-Анджелесі теж люди не гуляють даунтауном, бо це не дуже безпечно. Смотри, мостик. Я думаю, тут така ж Так ситуація. пусто, что можно снимать фильм «Апокалипсис». Красивый даунтаун, все. Ну, в принципе, машины ездят. Иногда. Короче, говорят, что здесь засилие бомжей, да, поэтому люди стараются избегать. Да, і ми тут поселились. Нічого в машині цінного залишати теж не треба. Так что тебя сегодня забираем в отель. Все нормально, город живой. Просто надо находить живые места. Все очень симпатично. Сейчас идем кушать и селиться. Завтра новый день, новые приключения. Надо будет даже посмотреть, куда это мы там едем. Хотелось поспать подольше, но будильник зазвенел чуть раньше, чем рассчитывали. Мы здесь думали, похоже ли даунтаун Сакраменто на Одессу с трамвайчиками. А здесь человек садится на Урал. Урал с коляской. Вы гляньте на это. Вот спереди трамвайчики. Такая же не идеальная дорога. Если сейчас брусчатка начнется, прям вообще будет очень похоже на Одессу.
так выглядит самый центр. Единственное, что пальма это лишняя какая-то здесь. Вот она на всем этом натюрморте. И Капитолий. Главное здание Калифорнии, где собраны все чиновники. Но здания явно мало, потому что вот тут рядом строится еще примерно такого же размера здание, где наконец-то поместятся все трутни Калифорнии, сядут вместе и будут придумывать, как дальше обкладывать налогами тех, кто еще не сбежал отсюда. Сакраменто не просто столица, а столица всего чиновничьего аппарата. И вот здесь мы можем видеть такие типично совковые картинки. Смотрите. Комиссар на полях проверяет посевы, потому что это же Министерство еды и, департамент еды и агрокультур. Значит, комиссар на полях проверяет посевы. Здесь работники что-то ждут, какую-то печать, чтобы начать работать. Здесь выполнение пятилетки, очень важно. И вот какой-то код статьи, по которой пятилетка выполняется. Все это есть. Все это в мозаиках выложено. В общем, Сакраменто удивил тем, что архитектура вообще не напоминает ничего испанского. То есть нет испанского стиля. И, в принципе, архитектура этого города подходит под любой другой город. То есть это может быть город Литвы, город Эстонии, это может быть сильно модернизированная Одесса, это может быть какой-то район Харькова. То есть, в принципе, присутствуют и старые здания с какой-то лепнинкой, и неосовок. Все это есть. Поэтому понравилось. Хотим ли мы сюда вернуться еще раз, так же, как хотим вернуться на озеро Тахо, не уверен. Но, как для одного раза погулять по даунтауну, по центру, очень приятно. И светофоры включаются без нажатия кнопки. Обратили внимание? Так. Да. Потому что во всех других городах Калифорнии... Ой, як пощастило. Да. Во всех других городах Калифорнии надо нажимать кнопочку, чтобы переходить дорогу. Случайно зарядились до 100%, это у нас ровно 280 миль, 76 киловатт-час батареи, напоминаю. Огромное количество деревьев сгорело. И сейчас мы будем проезжать, будет видно целые горы деревьев. Сгорело, их срезают и дают прорастать новым деревьям, и будет здесь новый лес. Но вообще в Калифорнии пожары — это, конечно, беда. И я так понимаю, что этот пожар был совсем недавно. Вот даже с этой стороны дороги есть обгорелые деревья немножко. И мы находимся в визитор-центре перед вулканом. Вот такие вот здесь таблички. Все для того, чтобы вы понимали, куда вы приехали и что вас ждет. И обратите внимание на вот эту картинку. Это то, что меняет климат. Well, Pika, Earth is warming up fast. Scientists call this climate change. А теперь нам рассказывают, что вроде как строи, машины и заводы не сильно меняют климат. Климат меняется самостоятельно. Вот это поворот! Вот это уже часть культуры. Мы долго думали, что вот это белое на горах. Не снег ли это случайно? И спорили по этому поводу, потому что, может быть, это какие-то камни, какие-то пласты светлые, которые могут быть в горах. Но, в общем-то, загадка разгадана. Вот он, снег. Обалдеть.
каждый день наша задача находить более и более крутые, впечатляющие маршруты. Вот здесь всего 3 мильки, но мы должны что-то увидеть интересное в вулкане. Так, это что это такое? Выглядит страшно. И запах сероводорода такой мощный. Пампас... Це прізвище цього Ага. мандрівника. І він став жертвою Бампас... цих джерел. Как его? Бампас ад? Це термальні джерела, термальний басейн. Дуже-дуже гарячий. 115 градусів. Здесь такой ручеечек аккуратненький. И он течет, течет, течет и впадает в ад. Здесь что-то прорывается из ада. А вот здесь настоящий вулкан. Самое время написать, кстати, как снимает Pixel 9. Это наша вторая основная камера во время этого путешествия. В общем, все, что мы видим здесь, это зарождение новой жизни. Или, в принципе, из этого всего бульона, из бактерий может родиться новая жизнь, если вдруг предыдущая по какой-то причине захочет сама себя уничтожить. И такие же бактерии на Марсе, такие же бактерии здесь. И это говорит о том, что на Марсе тоже могла быть жизнь или может быть жизнь сейчас. Там був знак, що якщо ти наступиш, тоді можна провалитися. І я хочу це протестувати ось цим величезним камнем. А неужели мы будем первые, кого выгонят из этого парка? А ты не боишься, что ты сейчас бросишь камень и начнется извержение вулкана? Вот именно вот этой капли не хватало. Не дуже. Я не дуже про це просто думав. Ну давай. Почекай, там... Давай, швидко, поки ви не дійшли. Експеримент провалився. Ні, не провалився, він вже тут лежить, на поверхні. Здесь температура выше температуры кипения. И буквально в паре сотен метров отсюда лежит снег. Такое, наверное, может быть только в Калифорнии, или поправьте меня, может есть другие штаты. Так, надо попробовать все-таки. 130 градусов или меньше? Да, приятная теплая вода. Дивись, що Все, трапилось теперь у меня на пальцах немножко живности с Марса. You scared it away. My dad told me to. Не, ты довольна? Все, побежали дальше. Попереду сім'я оленів, дивись. Малесенький. Це не такі ж, які ми бачили. Та ну ні, вони б не встигли так перейти. Ой, боже мій. Ой-ой-ой. Що, він не розіб'ється. Та Ні, розійшлись, мама. Вони розійшлися, він Все злякався. нормально, вони знайдуться. А вот. А, ось вона побігла за маленьким. Что там у нас? У нас там Сгоревший лес. спалений ліс, так. Это последнее место в Ласнен парке, которое мы успеем посетить до заката. И это место, которое, конечно, именно Ласнен парк мы рекомендуем посещать. Это эрия, куда извергался вулкан.
Вот один из камней вылетел из вот этой горы. И здесь этих камней большое количество. Вот раз, два, три. Вы представляете, что это за бомбардировка была? Природа забрасывала такими камушками все вокруг. И все здесь сгорело полностью. И выглядело вот так. За одну ночь с такой панорамы все превратилось вот в такую. Нет. Но это, по крайней мере, природное явление. А мы знаем, где что-то подобное происходит. И это не природное явление. Это люди придумали. Вот камушек еще один. 27 тысяч лет камню. А ты на него лезешь. Ты представляешь, сколько он пережил таких, как мы? Главное, что вы должны понимать, что путешествие у нас вообще не сидячее. 20 тысяч шагов за сегодня я сделал. Мы всю дорогу от вулкана едем вниз, и я такого еще не видел. Даже в европейских турах, в Альпах, нигде мне не встречалось, что компьютер показывает 999 миль запаса хода в любом режиме. Что расход в этот момент, что средний расход 990 миль. То есть последние все 30 миль мы едем полностью с горки. Напоминаю, что на бензиновой машине вы бы терли колодки. А здесь мы занимаемся эффективностью. Теперь поговорим о том, какая Model Y у нас все это время была. Потому что от этого зависит и расход электроэнергии на 100 миль. И много других вещей. Значит, многие из вас уже и видели, там, где мы сравнивали с Model Y 25 года, и ошибочно предположили, что это перформанс-версия. Потому что у нас 21 колеса, спойлерочек, и, в принципе, она выглядит достаточно нарядно. Но так нам повезло, эта машина просто long range dual motor. И 21 колеса я поставил просто потому, что они мне очень нравятся. Они разноширокие, они классно сидят. Это единственное, что может, в общем-то, спасти вот этот не очень идеальный силуэт машины. У нас эти колеса были в складе, поэтому эти колеса влетели в машину. Важный очень момент, когда вы ставите 21 колеса на long range подвеску, вы практически не замечаете разницы. Когда вы пользуетесь этими колесами на перформанс-машине 2020 года, у вас выпадают пломбы. Это очень-очень жесткая машина. Но огромный минус, здесь нет запаски. И, конечно, 35-й профиль. Видите, шины как бы уже. Раньше GDM-щики ставили вот такие шины, чтобы впихнуть большие колеса. Здесь они стоят так из-за аэродинамики, и они как бы немножко уже, из-за этого профиль на самом деле ниже, чем 35-й. Но так как 275-я ширина, в принципе, воздуха много и достаточно мягко все равно остается, если у вас long range подвеска. Не рекомендую покупать Performance Y-ку. Значит, запомнили, Plate X покупаем, потому что это классно. Performance Y-ку нет смысла. Хотите гонять, покупайте тройку, покупайте, S-ка более-менее подходит, но не Y-ка. Сидя на диване, как-то гоняется так себе странно. Спойлер — это чисто практическая составляющая, потому что машина ездит постоянно в Лос-Анджелесе, в нее уже один раз въезжали, и если кто-то въедет в зад этому автомобилю, то ремонтировать крышку багажника со спойлером будет банально дороже. Вот и все. То есть за нее можно будет взять больше денег со страховой компании.
А так как чинить машину будем мы, то, соответственно, мы получим больше выгоды, если на машине стоит спойлер. Ну и красный цвет — это мой любимый цвет в линейке автомобилей Tesla. Они сейчас вытащили парочку новых цветов, но все равно этот остается фаворитом. И все равно вчера машину, а мошки эти так и остались. Надо будет, конечно, отдраивать ее. Внешне машине, конечно, нанесен урон этим путешествием. Ой, боже, скуцики, опоссумы. И это все в этом парке. Просто в этом парке. Милдир. Да, но это мы вчера насмотрелись на них. Ладно, побежали тогда. Ну, скунсів ми і так бачимо. От цих двох скунсів. Ёлки, какой мост. Смотри, видно, чем вдохновлялся Кличко. Не страшно. 3-4. От я тільки що хотіла. И результат тот же самый, он вообще непрозрачный. Смотри, сколько потратили денег, и только потом поняли, что, блин, это не будет работать. О, смотри, а там другой пешеходный мостик. Пошли на него. У меня есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, мы нашли мост, а плохая, этот мост только для этой трубы. Он не пешеходный. Я удивлялся, чего его нет на картах нигде. Очень красивый мостик, но не для нас. Смотрите, какая трибуна. Это выступать перед жабами. И главное, вот такие вот носки, что были. Если будут такие носки на вас с сандалями, тогда электорат будет с вами. А вот так тусят пенсионеры, которым лень ходить, они ездят. Люблю инженерные красоты. Практически то же самое, что ощущают байкеры, плюс-минус. Хотел бы сейчас на такую штуку сесть поехать? Да. Ну, подожди, лет 50-60. Не, я хочу сейчас сесть, потому что у меня сейчас мало энергии. А куда ты дел всю энергию? 10 утра только. В читание книжки. Ничего себе, книжки тебя высасывают. Книжки мы не рекомендуем, они вас высасывают. Как показать, что мы полностью заряжены? И нам не хватило времени. Даже все здесь обойти. Казалось бы, да, Рейдинг, проходной город. Просто проходной суперчарджер. И не хватает времени для того, чтобы все посмотреть. Потому что можно было еще забежать в музей черепашек. Так часто бывает, потому что во время семейных путешествий зарядки машины — это возможность провести время интересно. А если путешествие у вас не семейное, тогда зарядки могут быть проблемы. Полтора часа едем по национальным паркам и будем следующий еще час 37. Час 37 будем ехать через национальные парки. И интернета у нас нету. Все это время нет интернета, попадается поселение, и у них тоже нет интернета. И получается, вот эта история, которая Starlink, она в принципе необходима многим, потому что не везде даже пытаются проводить какие-то кабеля интернета и так далее, и так далее. Нет ни связи, ни интернета, ничего. И это в Калифорнии, это густонаселенные города не так далеко. Огромное количество штата занято просто красивыми лесами, которые охраняются государством. Хотите попутешествовать по Америке? Не надо пересекать вот эти вот, садиться на Road 69, проезжать через всю страну, вы толком ничего не увидите. Начните с Калифорнии, а дальше уже потихоньку на другие штаты. Все дороги здесь или новые, или свежие, отремонтированы. Вот эта дорога новая. И мы когда выезжали,
Я думал, стоит ли ехать на 21-х колесах, может, не надо выпендриваться, поставить 19-е и расслабиться, но пока что я еще ни разу не пожалел, что поехал на мотоцикле, потому что разницы никакой нет. Никакого дискомфорта мы не ощущаем. Дороги вот эти, которые идут сквозь леса, сквозь национальные парки, они всегда намного лучше, чем основные автомагистрали, которые идут через всю страну. Вы только гляньте, какая техника. Официальный последний Nissan Leaf на американском континенте. Все остальные уже давно в Украине. Даже в Украине уже отъездили и погибли. Красота. Это еще вторая генерация. Скелет тобі в квартиру тішити. Ти нормальний? А про что эта картина, Златик? Что ты хочешь себе эту картину? Ну, мне просто, в принципе, нравится картинка. Это значит уже против всего электрического. Кого я родил? Ужас. Прямо в доме Petrolhead поселился. Это самое отдаленное калифорнийское село. Прям деревня. Это очень сильно напоминает Карпаты. Прям хатки такие. Даже вон заправка такая какая-то карпатская. А нет, это не заправка. Или заправка. Так кто-то может снять и сказать, так живут американцы. Достопримечательность любого перекрестка. Деды на байках. Это Redwood. Вот это дерево. Это дерево огромное. Да. Вот чего его никто не трогает. Ну, кто-то пытался, видишь, какой-то... Это кто-то пилил его или что-то такое? Вон здесь по всей длине. Я думаю, что да. Кто-то надпиливал. Просто невероятно здоровенное дерево. И здесь такие есть еще. Redwood и хайк. Как начинается хайк? Начинается мостом. Просто черти где в лесу мост. Надо ли было его делать? Ну, конечно, можно было его не делать. Но вот так вот это все оформляется. Для того, чтобы людям было удобно гулять. Смотрите, полностью выгоревшее дерево изнутри. А если пытаетесь понять, как выглядит секвойя, это сосна, в которую вкололи стероиды. Очень-очень давно. И мало кто понимает, почему в современном мире секвойи не растут. Кстати, секвойи — это деревья, которые могут пережить пожар. То есть они настолько монументальные, что внизу все сгорает, а они остаются жить. Что вам нравится больше всего в этом лесу? Деревья. А еще? Что они такие большие? Я чуть... Мне нравится, что здесь вообще нету пальм, и запах очень-очень домашний. Є два різні види секвой. Одна росте біля берегу з червоною деревиною, тобто посередині червона. А інша секвоя просто дуже масивна, і вони ростуть в Sequoia National Park. А ці редвуди, їх називають, тому що вони всередині червоні, ростуть біля берегу у Redwood National Park. А про сосни щось є? Ні. Я думав, що це буде історія про сосни і стероїди. Ні, ти будеш падати для відео?
Злат, не йди туди, не розхитуй дерево. Злат, нащо ти це робиш? А покажи, як розхитуєш дерево. Не треба розхитувати. Розхитувач дерева. Так. Так, вот вещь, которая меня удивляет, потому что это первая Тесла, в которой появилось настолько сильное ограничение. Вот здесь у нас ограничение по рекуперации. Все, что видите, пунктир, это уже в 2 раза меньше мне рекуперации из-за того, что мы едем с горки. У нас достаточно агрессивная горка. Ну, просто мы едем с горки всю дорогу. И всю дорогу машина рекуперирует. И вот у меня ограничение в 2 раза меньше стала работать рекуперация, потому что батарея, скорее всего, перегрелась, или машина бережет батарею, чтобы она не перегрелась. Ну, в общем, в других Model Y интересно так же, или это у меня что-то такое? Потому что в других Теслах у меня такого не было. Ну, появлялось ограничение, но очень-очень редко. Не, подожди, ты точно готова? Да. Ну, беги тут. Ну, подходи к ним ближе, что ты. Мия, а мне можно морковки немножко? Ну, покорми меня. Ти просто витрачаєш морквинки, якщо чесно. Найефективніше це ось так. Взяти і з'їсти. Вот смотри, есть с этими, с рогами. Здоровенный олень, вон, смотри, какой красавец. О, смотри, первый контакт. Контакт. Мия, сколько ты морковки уже съела? Держи, держи, держи. 2 hours later. Видишь, доверие к тебе 0. А лучше травку. Потому что если бы ты яблоко зеленое держала, а не оранжевую морковку. Давай, кидай. Дай. Кидай. Я пішов, давай. Дивись, один відколовся від стада і біжить сюди. Я погодував найголовнішого. Олені? Да. І він прийняв тебе в стадо. Ну і авторитет. Поки що може ні. Але ти йому сподобався, так? Да. Добре. Ну що, поїхали. А все, мы приехали. Ну так. Drive through if you want. Окей. You will fit. I did take 2 pictures of you guys with your car and your tree. You can't see any people in it. It's just literally the thing. Are you okay with that? Show, please. I was like, I don't want to like make you freak out, but you know, we did that. I did that one and that one. So Nice. you can't see you, but you just see the car and the tree. Is that all right? Yeah. Thank you. Okay. Всей этой публикой мы вместе отпраздновали
наше появление в самой северной точке Калифорнии. Более севернее мы ехать отказываемся, потому что Там холодно. там ничего не видно вообще. Нет ни интернета, ничего. Сейчас мы еще попробуем прогуляться по хайку и на этом возвращаемся в Аркату назад. Будем искать место для ночевки и ехать уже обратно, но снова новой дорогой, с новыми парками. І завжди треба на нього залізти. Ну ось тут не такий є. А, там звичайно? Будинок не такий. Ні, ну вже на кінцівках на edges. Меня больше всего впечатляет другое. Это как асфальт появляется вот здесь вот. Так. Просто посреди леса асфальтовая дорожка. На краях тут ще ось такий візерунок. Це древня асфальтова доріжка. Побігли. Ні. Дивись нам Бог. Класс. Ой, опять потрібно. Дерево упало, и с него выросли другие деревья. Ось ще корні. Ну так. Да, но это огромное. Іншого дерева, ось цього. Така м'яка земля. Вона двигається. Да. Клас. Там, скорее всего, ловушка на медведя. So, then come up here. І потім пішли по цій штуці. По цьому дереву. Дивись, як гарно. Класс. По секвойе я еще никогда не гулял. Это она упала прямо в реку, да? Ну, тут, я думаю, що теж зробили спеціальну дорогу. Ее подготовили, Ну да. чтобы можно было ходить. Я не думаю. Я, если честно, не думаю. Ну, может. Вероятно. Такая чистенькая вода, хорошая. Да, ти подивись направо. Дивись ще направо. Красота. Класс. И смотри, сколько дерева здесь еще упало. В середину воды. А, вот рыбка. Рыбка. Ага, да-да-да. Ты видел? Да-да-да. И вот, ого. Поток воды идет, ударяется об дерево, и получается им некуда деваться, Да. и он идет вниз. И потом снова становится мелко. Что я взял с собой в это путешествие? Значит, первое, это камера, на которой я снимаю. Грузик. Когда вы вешаете такой грузик, закрываете камеру, машина сама едет, сама перестраивается. Это классно. И я вчера прям после серпантинов, когда выехал на нормальную дорогу и включил автопилот, я просто выдохнул. Это лучшее, что придумано человечеством. Когда интересно, едем, когда неинтересно, просто превращаемся в обычного пассажира, такие, как все остальные сидят в машине. Антирадар — это подарок мне на день рождения от Саши. Шикарный подарок. Он меня спас в этом путешествии.
2 раза точно зафиксировано, причем у меня есть еще 3 свидетеля. Это было неподалеку от озера Таха. Там прям такие злые полицейские, которые умеют прятаться. Один торчал в скале, черная машина, не без белых пятен, черная машина в выемке скалы стояла. Если бы не эта штука, ну нереально было бы не попасться им, я не знаю. И там как раз знак стоял 30 миль в час, но вполне нормальная дорога, я ехал 50 или 60, впаяли бы мне штраф баксов 500 минимум, и плюс еще школа, и все. То есть, в принципе, один штраф окупает такую вещь, она стоит $900. И второй раз тоже в озеро Таха, на горке вверху стоял еще один, так скажем, полицейский. И тоже бы меня словил, потому что я шел как раз на обгон. Там как раз становятся 2 полосы вместо одной, и все стараются обогнать, и он там наверху подсекал. Очень злые товарищи. Значит, этот антирадар пищит от всего, удобно устанавливается. Вот так вот это выглядит. Удобно его можно поставить и снять. Видите, здесь липучка еще снизу. Это потому, что мы уже его приспосабливаем и на мотоцикл. GoPro-шка. И давайте глянем под капот, что я взял еще. Переходник J1772. Как-то я остановился в горах в Yosemite парке, это было на Новый год, и понял, что зарядки есть бесплатные для всех, а я и не могу пользоваться, потому что у меня банально нет такого переходничка. Представьте, насколько суперчарджерами расслабляются люди, что нет даже переходничка такого с собой. Шутка ли, но может же попасться и вот этот вот, я уже забыл, как он называется даже, где там название есть. Да, CCC-1. Но ничего нам такого не попалось по дороге, ни один, ни второй не пригодился, видите, он лежит в переднем багажнике. Между Лассен, Вулканами и Редингтом у нас был острый момент. Я заехал, мы покатались там вокруг вулканов, и когда ехал в Рединг, подумал, блин, а суперчарджер достаточно далеко, мы доезжаем там с 3-4% до него. А вдруг что-то пойдет не так? И вспомнил, что я даже не взял зарядку, представьте. Когда мы путешествовали с вами по Европе, я брал и зарядку, и китайскую зарядку, которая ест любые токи без заземления. И удлинитель был с DIF-автоматом, который имитировал заземление. И еще огромное количество разных переходников на разные розетки. И здесь, конечно, ездить одно удовольствие. Видите, суперчарджеры, они практически везде, и если их где-то не хватает, то вы так, это больше удивляет, чем напрягает, поэтому никаких проблем с этим нет. Нам повезло еще раз. Да, слушай, да. Жуют как коровы. Ты помнишь? Это ж из той же коллекции. А, вони туди не йдуть, тому що там скандал. Чи може ти не думаєш? Я моргаю, вообще здесь эти водятлы. Я моргаю фарами, вообще ни на что не просто летит. И только когда увидел олень, понял, что надо притормозить. А що якщо Ну что, поехали? Мия, или будешь между оленей бежать? я буду говорити? Точно? Все, можешь теперь бежать, никого нет. Я всіх, для всіх їх іспугаю. Сейчас они могут испугаться и побежать на тебя. Испугалась? Він на мене так подивився. Ну да. Якщо ось цей Тесла розставиться... и олени. А куда он так спешит, интересно, что он так аккуратненько давит? Или там автопилот? А як автопілот бачить цих? Як люди? Как водители BMW, плюс-минус. Ну, тому що тут стадо. Да, потому что стадо, да. А водители BMW тоже стадные. Все, поехали.
День 5. Мы в Эврике на зарядке. У нас утренняя зарядка, но не так, к которой привыкли многие. Снова времени у нас, скорее всего, не будет для того, чтобы здесь все обойти. Ну и особенно здесь обходить не то, чтобы есть что. У нас здесь большой выбор между сельским торговым центром и историческим парком. Мы ходили И кладбище с красивым видом. Что мне здесь нравится? Нравится свежесть. Солнце светит, но на улице очень-очень прохладно. Вообще, север Калифорнии мне очень сильно нравится. Я думаю, что мы продолжим наше путешествие в сторону следующий штат после Калифорнии севернее. Орегон и потом Вашингтон. И потом уже Канада. Но в Канаду не хочется. А вот Орегон, Вашингтон мы, скорее всего, исследуем. Значит, машина все преображается и преображается. Я уже вытирал один раз семейство мошек, которые упокоились на этом бампере. Вот я их растер. Они появились новые, но в принципе нормальный боевой разукрас. The Immortal Tree. Символ незламності. Як Україна. Дерево пережило пожар, дерево пережило потоп. Потом, видите, в 908 году вот здесь есть. Его пытались срубить, но оно срубило, видно, того, кто пытался его срубить, и вот остался от него топор. В 1964 году вот на этой высоте была вода, это был потоп. Огромное дерево, которое много чего пережило. Я уверен, что много таких же деревьев здесь, но американцы умеют делать маркетинг. Поэтому здесь вот сразу же магазинчик. Можете купить сувенир, кусочек этого дерева. Это еще один кусок дерева, который притащили сюда для туристов. Это похоже на какое-то крушение деревянное. О, Да? кто-то залез, какой-то Да, оленятка теж. да, Есть. классно. Так, дивись, яка чиста водичка. Да. Дивись, які тут сходи. Просто якась казка. Выглядит не супер впечатляюще, но очень-очень приятная дорога. Что, мы сегодня здесь добьем свои 20 тысяч шагов? Я думаю, легко. Мендосино — это деревня, а это лес рядом с ней. И вот такой вот трейл можно найти в приложении о трейлах. Либо Google, либо ChatGPT вам подскажет. Главный режиссер заставил меня показать, что вот эти вот опоры, это был старый мост, но кого-то это не устроило, и вот теперь новый мост. Можно было, по сути, не делать ничего вообще, потому что вот деревья, и по ним можно спокойно перейти. Но это же небезопасно. Так намного безопаснее. Натянутые тросы, металл, дерево, все вместе. Просто в лесу, просто посреди леса. Где мои налоги? На 5-й день красот Калифорнии мы встречаем водопад вообще без эмоций, да? Просто, водопад. Классно, какое-то идеальное путешествие, да? Вначале какие-то более экстремальные развлечения, как, допустим, соленое озеро или ад. И сейчас такие просто водопадики, прогулки. Смотри, обезьян полез.
Мы хотели попасть в Санта-Росу как можно быстрее, уже нацелились ехать, но красоты единички все-таки заставили нас приостановиться. Это как, Златика, называется эта дорога? Pacific Coast Highway. Это легендарная дорога, которая идет вдоль всего пляжа Калифорнии, практически вдоль всего. По-моему, здесь уже все везде построено. Даже вот стульчики есть для того, чтобы смотреть в вечность. Смотри, просто обалдеть. Тебе нравится? Да, очень нравится. Все домики уже построены. Все аккуратненько. И они сдаются в аренду. Можно снять. Я не думаю, что это очень дорого. Я вообще не понимаю, как может быть что-то дорого, если из окна видно вот что-то такое. Можно дышать океаном, потом лечь, слушать океан. Снова зарядились случайно до 100%. Я не устаю об этом рассказывать по той причине, что цели заряжаться до 100% у нас нет. Это не полезно. Но так как мы не успеваем сделать то, что запланировали за то время, пока машина на зарядке, периодически надо машину заряжать до 100%. Но не часто, не так часто. И главное, не оставлять ее стоять полностью заряженной. Вот это главное. Это, наверное, последнее включение у нас по дороге будет. Мы находимся в Tesla Lounge. 46 свободных и 19 с другой стороны суперчарджеров. Здание, которому есть код в каждой машине в отдельности. Код 0915. Дети, можете бежать. У нас по плану здесь 20 минут. Так что как раз хватит, чтобы все показать. Океан, конечно, это легкие этого континента, потому что только отъезжаешь от океана, а мы сейчас находимся где-то в 30-40 минут до ближайшего пляжа, тут же просто нечем дышать. И это кондиционируемое место посреди пустыни. Я не думаю, что она здесь стоит, чтобы ездить. Я думаю, что она здесь стоит просто, чтобы маленькие детки могли сесть, поиграться. Я понял, чего он не любит. Да? Чего? А, он прикручен вообще, да? Его пригвоздили к полу, чтобы его даже толкать не могли. Место, где можно поесть. А откуда люди берут еду? Смотри, все с какой-то едой. А где они взяли еду? А, вот они. Автоматы с бутербродами. Картина с Model 3. Конечно, красивее, если бы здесь Кибер 3 было. И еще автоматы. Автомат с водой. Туалеты. Вот еще есть фонтанчики, что можно было попить. С другой стороны находится обычная заправочная станция. Вот сзади у нас появилась полицейская машина. И вот она едет, кого-то ловит на скорость. То есть рано или поздно она кого-то остановит. Поэтому мы едем 69 в потоке, спокойненько, не выпендриваемся. И вот где она. Вот она там в зеркале. Сейчас будет. Вот она несется. Включен прибор, который засекает скорость. И кого-то он обязательно дрифтит. Так, мы приехали. И самая скучная часть, на некоторые из вас ее ждали. Сколько и почем. Мы проехали 1900 миль, но я не сразу включил. Все признаю честно, поэтому проехали примерно 1950 миль, почти 2000.
Значит, за эту 1900 миль мы потратили 631 киловатт. Смотрите, средний расход у нас получился 332, но до этого 18 тысяч миль ездила Алена, и у нее средний расход получался 279 ватт на милю. Примерно поездка эта должна была обойтись в около $300. Ну, достаточно неплохой кружочек. Да, средний расход очень высокий по сравнению с средним расходом, который демонстрирует Алена, по двум причинам. Во-первых, она ездит спокойно, а во-вторых, она ездит всегда по скоростному ограничению. Мы здесь всегда ехали быстрее благодаря этой штуке. Когда вы можете ехать вместо 55 миль в час всегда 85 миль в час, в общем, у нас была самая высокая допустимая скорость была 65, и мы всегда ехали 85. То есть фактически плюс 25% скорости. Ну и получается, это отразилось на расходе. 224 мили это у нас максимальный запас хода. Примерно он так и ощущался где-то на 200 милях. Больше чем 200 миль мы ни на одной зарядке не доехали. В общем-то, в этом не было необходимости. Мы ехали всегда с максимально возможной скоростью, потому что скорость зарядки, она все равно намного быстрее, батарея восполняется намного быстрее, чем вы ее тратите. Поэтому нет смысла экономить, если зарядки есть по дороге. Скучновато, негде было проявить энтузиазм. Я первый раз вижу суперчарджер, у которого нет других разъемов, кроме CCS. Негде было заехать куда-то в горы, как мы это делали в Греции, и подъехать к какому-то единственному месту для зарядки, и это ЧАДЭМО, включить переходник и надеяться, что все будет работать, хотя мог не работать переходник, могло не работать ЧАДЭМО в этих горах, и это единственная зарядка, и вариантов нет. Вот такого, конечно, не хватало. Но если вам не хватает, можете посмотреть другие выпуски Tesla Тура. И все на этом. Пока.